Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Анна Щербакова и Этери Тутберидзе посетили встречу олимпийцев с Сергеем Собяниным. Софья Самодурова шокировала всех откровенными фотографиями. Камила Валиева провела закрытую вечеринку в честь дня своего рождения. Ну а теперь об этом и других новостях. Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова присутствовала на встрече олимпийцев с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мероприятие прошло 28 апреля в здании правительства Москвы. Напомним, 26 апреля Щербакова отсутствовала на встрече триумфаторов Олимпиады в Пекине президентом России Владимиром Путиным. Фигуристка принимала участие в ледовом шоу своей наставницы и заслуженного тренера Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде, которая приходила в тот же день. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на встрече с правительством Москвы поблагодарила за поддержку спортсменов и специалистов. Она сказала, что Сергей Собянин – это человек слова и дела, который посодействовал в том, чтобы у Тутберидзе появился свой каток. Тренер также поблагодарила за поддержку Москомспорт. «Я немного волнуюсь, хочу поблагодарить вас лично. Я здесь второй раз, и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семенович Собянин – человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которая ведется. Спасибо огромное за поддержку спортсменов и тренеров. И спасибо руководителям Москомспорта, которые делают все для нас», приводит слова Этери Георгиевны издания Матч ТВ. Правительство Москвы решило дополнительно поддержать победителей и призеров минувших зимних Олимпийских игр 2022, которые прошли в Пекине. Было подписано специальное постановление, согласно которому премия за золотую награду составит 4 миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей положены серебряным призерам и 1,7 миллиона рублей бронзовым призерам. Специалистам полагается половина жалования от спортсменов, которых они подготовили. Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Были разногласия с Этери Тутберидзе? Были, этого мы не отрицаем, но они самоликвидировались, написал он. На встрече мэра города Сергея Собянина с российскими олимпийцами Губерниев был ведущим мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь поздравил и наградил российских олимпийцев, а также их тренеров за полученные медали на зимних Олимпийских играх в Пекине. «Поздравляю с победой! Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жесткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но что интересно, чем большее давление нас оказывает, тем больше наша страна поддерживает свой спорт, своих спортсменов. Если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире, приводит ТАСС, слова Собянина. Бурные эмоции у фанатов вызвали слова президента Федерации фигурного катания Армении Милани Степанян. Она заявила, что никогда не приглашала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву выступать за Армению. Как известно, отец Евгении Медведевой армянин по национальности. Мы не хотели ее приглашать. Не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать». Но я лично с ней не разговаривала как президент федерации. Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлений под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтобы поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. «Мы такое точно не сделаем», — сказала Степанян. Также Милания Степанян сообщила, что организация не планирует приглашать в сборную страны российских фигуристов. «Нет, мы никого не собираемся приглашать в нашу сборную. Мы проводим открытый чемпионат Армении. За границей у нас есть маленькие дети в возрасте 6, 8 и 12 лет, которые желают принять участие. Это не международный турнир, а внутреннее соревнование. И, соответственно, его нет в календаре ИСУ. Не знаем точно, приедут ли российские фигуристы на открытый чемпионат Армении. У нас есть маленькие дети, граждане России. Они смогут принять участие. Мы уже 6 лет проводим такое соревнование. Российская Федерация нам очень помогает», — сказала Степанян. Продюсер Яна Рудковская считает, что Трусова единственная способна нарушить устоявшуюся систему у девочек Тутберидзе, заканчивать спорт максимум в 20 лет. Яна Рудковская высказала о непопадании российских фигуристок в число номинантов рейтинга Forbes 30 до 30. В списке есть всего лишь один фигурист, и это, на удивление, не одна из наших девочек-квадисток, а сенсация мужского одиночного российского катания
Парень, который выиграл в этом сезоне и чемпионат России, и Европу, и стал победителем командного турнира на Олимпиаде. Марк Кондратюк. Марк выступает в нашем туре «Союз чемпионов». Потрясающий парень, влюбленный в фигурное катание. Второй такой на моей памяти был лишь Юдзуру Ханю. Не только профессионал, но и фанат этого спорта. Конечно, очень хочется, чтобы его карьера продолжалась так же стремительно развиваться, и спортивные санкции не сдерживали его талант. Насчет девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я более чем уверена, что Саши Трусовой олимпийская финальная песенка еще не спета. Зная хорошо эту девочку, могу сказать, что она доедет до второй своей Олимпиады и прыгнет весь запланированный ей контент. Считаю, что она единственная способна на 100% нарушить устоявшуюся систему у девочек штаба Этери Тутберидзе. Заканчивать большой спорт максимум в 20 лет. Очень хочется, чтобы и Камила Валиева осталась олимпийской чемпионкой в команднике. Очень надеюсь, что эта супер талантливая девочка будет оправдана за допинговый скандал. Если же этого не произойдет, вероятнее всего, у нее будет такая же мотивация остаться до следующих Олимпийских игр. Интересно будет наблюдать и за олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире Аней Щербаковой. Аня не только боец, но и самая загадочная для меня фигуристка, у которой есть всегда некий победный джокер в рукаве. Вот совсем не удивлюсь, если Аня пару сезонов отдохнет, переждет, не убивая здоровья, а потом возьмет и с новыми силами триумфально вернется. Поэтому считаю, что рановато Forbes списала российских девчонок. То ли еще будет. К слову, недальновидный Forbes еще не знает, какие подрастают юниорки. Следующие сезоны фигурное катание в России будут недосягаемы для всего мира. Первая десятка русских девочек сможет легко обыграть всех будущих чемпионок мира, которые уже решили проводить без нас, написала Рудковская в телеграм-канале. Софья Самодурова удивила фанатов фигурного катания откровенными фотографиями, выложенными в соцсети. Вслед за Елизаветой Дуктамышевой и Евгенией Медведевой Соня поделилась фотографиями на балконе. Возможно, Самодурова станет следующей фигуристкой, кто получит приглашение для съемки в Максим. Об уходе из спорта речи пока не идет. Более того, фигуристка не раз говорила, что хочет прыгнуть тройной аксель. Возможно, мы это увидим уже на осенних контрольных прокатах. А прямо сейчас Соня находится в отпуске. По прилету Самодурова почти сразу пошла на пляж. 26 апреля олимпийской чемпионке Пекина по фигурному катанию в командных соревнованиях Камиле Валиевой исполнилось 16 лет. С днем рождения ее поздравил президент России Владимир Путин, вручив на встрече с олимпийцами в Кремле Орден Дружбы. Команда Этери Тутберидзе посвятила своей подопечной милое стихотворение, а сама спортсменка устроила закрытую вечеринку, на которую были приглашены другие фигуристы, звезды эстрады и блогеры. 27 апреля в честь дня рождения фигуристки была устроена закрытая вечеринка. На мероприятие были приглашены певиц Ваня Дмитриенко, блогеры Саша Айс и Артем Федорченко, фигуристы Евгения Медведева, Морис Петлашвили, Елизавета Худайбердиева и другие звезды. Дмитриенко презентовал Валиевой огромного плюшевого медведя, который оказался в 2 раза выше самой спортсменки. Он 2,5 метра, он по факту плюшевый, а на деле тяжелый, отметил артист. Также Дмитриенко исполнил несколько песен из собственного репертуара. Гости вечеринки устроили на полу танец, изображающий волну. И исполнили в караоке известный хит 90-х «Батарейка» поп-рок-группы «Жуки». Все говорит об одном, что нет пути обратно, что деньги мой лопушок, а я не твой Андрейка. А по ходу праздника Валиева поменялась верхней одеждой с Уваровой. Душевная вечеринка удалась. Мы хотели сделать фотку, но фотки